Как началась Первая мировая война и какую роль в ней сыграла Сербия? Давайте разберемся, как начался весь этот хаос и чем он закончился. Почему Гаврила Принцип убил австрийского эрцгерцога? Зачем он ему был нужен? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно отмотать пленку немного назад и вернуться к Балканским войнам, которые предшествовали Первой мировой войне. После Балканских войн в Сербии усилились военные круги, которые стали еще одной силой, определяющей политику государства. Офицерская организация «Объединение или смерть», которую возглавлял полковник Драгутин Дмитриевич Апис, выступала за агрессивную внешнюю политику и поддерживала связи с сербскими организациями в соседних государствах. Между гражданскими и военными властями возникли противоречия. Стал вопрос, кто из них главнее. И в результате бывший в это время у власти король Петр I, который встал на сторону офицеров, должен был уйти. Его полномочия были возложены на сына принца Александра, ставшего регентом. Но напряжение в отношениях правительства с частью офицерского корпуса сохранилось до 1917 года. Во время Балканских войн Австро-Венгрия была агрессивно настроена по отношению к Сербии. Кстати, на нашем канале уже есть видео о Балканских войнах. Ссылку на него я оставлю в описании. Австрия во время Балканских войн искала различные поводы для столкновения, предъявляла ультиматумы, например, был запрещен импорт сербского скота в империю. С сербской же стороны инициатива по обострению отношений с Австро-Венгрией исходила не со стороны правительства и политиков, а со стороны части прессы, а также националистических и тайных организаций. Теперь давайте перенесемся на территорию Боснии, в которой и начались все эти события. Территория Боснии вошла в состав Австро-Венгерской империи. И, конечно, далеко не всех это устраивало. С австрийской властью в Боснии боролась организация «Млада Босна», члены которой были настроены на совершение покушений. 28 июня 1914 года младобосанец Гаврила Принцип и с ним еще несколько младобосанцев убили австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, который прибыл в Сараево для участия в военных маневрах. Это вызвало отклик во всем мире. Австрийские власти совершили ряд репрессий на сербское население. Белграду объявили ультиматум, где одним из пунктов было допустить австрийские органы к участию в расследовании связей заговорщиков с Сербией. И здесь возникает вопрос, кто был инициатором этого покушения и кто кого использовал? Сербские офицеры использовали младобосанцев и обеспечили их оружием? Или же, наоборот, младобосанцы воспользовались сербскими офицерами и попросили у них оружие для совершения покушения? Ответ на этот вопрос до сих пор окончательно не получен. Бесспорно лишь то, что заговорщики получили оружие от сербских офицеров. В 1917 году полковник Драгутин Дмитриевич Апис в своих показаниях взял на себя ответственность за организацию покушения. В общем, до сих пор непонятно, сербские офицеры ли использовали младобосанцев в своих целях, или же наоборот. Белград согласился с австрийским ультиматумом. Вообще, правительство было настроено на компромисс. Однако Австрия была настроена воинственно и использовала этот удобный повод для объявления Сербии войны 7 июля. 6 августа Черногория объявила войну Австро-Венгрии, а 11 августа – Германии. Россия встала на сторону Сербии, а Германия, следуя союзническим обязательствам, объявила войну России и Франции. Австро-Венгрия объявила войну России, а Франция и Великобритания – Австро-Венгрии. Япония стала на сторону Антанты, а Турецкая империя присоединилась к Австро-Венгрии и ее союзникам. И война стала всеобщей. Обрадовалась ли Сербия такому повороту событий? Здесь
нельзя ответить однозначно. Сербская общественность и армейские круги были настроены воинственно, а вот правительство осудило покушение и стремилось любой ценой избежать конфликта, так как за время предыдущих Балканских войн финансовых и людских ресурсов для ведения войны было мало. Сербы же, которые проживали в Австро-Венгрии, а их было 2 миллиона, против своей воли должны были воевать со своими братьями, поэтому сербских солдат в основном посылали на другие фронты. А вот хорваты и мусульмане составляли значительную часть войск, воевавших в Сербии, на стороне Австро-Венгрии. Таким образом, немцы стравливали славян друг с другом. Сербия была подвергнута сильнейшим военным ударам по всей ее территории. Как протекали военные события? На первом этапе войны Сербии удавалось отбить австрийские войска. С августа по декабрь 1914 года австро-венгерская армия, многократно превосходившая сербские части и численно, и технически, дважды предпринимала массированные наступления со стороны Боснии и Воеводины. Несмотря на это, сербские войска в августе одержали победу в районе горного массива Цер. Это было первое поражение войск центральных держав, а победа Сербии была названа Сербской Марной. В декабре 1914 года сербские армии неожиданным контрударом отбросили войска противника, которые заняли Белград и ряд районов Западной Сербии. Контрнаступление, начавшееся около реки Колубара, привело к полному изгнанию захватчиков со всей территории Сербии. Пока на австро-сербском фронте было затишье, сербское правительство решило расширить зону сербского влияния в Албании. В июне 1915 года сербские и черногорские войска вошли в Албанию и заняли столицу Тирану, а также Скутари и бассейн реки Бояны. При этом из-за раздела сфер оккупации дело чуть не дошло до вооруженного столкновения между сербскими и черногорскими частями. Эти военные успехи были достигнуты Сербией ценой огромной разрухи в экономике страны. В армию было призвано практически все мужское население. Весь тягловый скот был отнят у населения. Посевные работы в 1914 году были сорваны, и уже осенью 1914 года сербское население начало ощущать недостаток продовольствия. К началу 1915 года цены на хлеб выросли в 5 раз. Вдобавок ко всему начались эпидемии. К лету 1915 года от болезней умерло около 130 тысяч человек. Однако такое бедственное положение мало волновало те военные круги, которые приложили все свои усилия для развязывания войны. Для них война, наоборот, оказалась источником обогащения, а армии поставлялись гнилые обувь и мука. К сожалению, в те времена, тем более в условиях войны, население было бессильно что-либо предпринимать для улучшения экономики государства и своего финансового состояния. Зато у нас с вами сегодня есть различные варианты, как поправить и подстраховать свое финансовое положение и внести свой вклад в экономический рост. И одним из таких вариантов мы недавно заинтересовались. Это инвестирование в акции. Но мы, как истинные гуманитарии, далеки от всей этой экономики. Я, например, об инвестировании знала только то, что это надо где-то что-то купить, и потом за это будешь деньги получать. Но нужно еще разбираться, что покупать, какие акции, ведь акции акциям рознь. Как не ошибиться в выборе компании, что-то там анализировать. В общем, когда начали разбираться в этой теме, все это как-то показалось сложно и непонятно, тем более для начинающих инвесторов. Однако мы нашли отличную платформу по обучению инвестированию. Это платформа BitMarket. Сейчас я у них прохожу курс по инвестированию для начинающих BitStart. Курс ведет основатель платформы Максим Дьяконов. И могу сказать, что Максим умеет прекрасно объяснять сложные вещи очень простым языком.
Мне, человеку практически ничего не соображающему в инвестировании, было понятно абсолютно все. Что такое акции, фондовый рынок, брокер, как грамотно выбирать акцию и брокера, и как уберечь себя от мошенничества и лишней траты денег. Максим рассказывает обо всех нюансах и подводных камнях инвестирования очень просто и доступно. Кроме обучения, платформа BitMarket также предоставляет инструменты для анализа рынка. Мне не нужно тратить уйму времени и самой анализировать, какие акции лучше купить. Я могу просто ввести название интересующей меня компании и посмотреть их рейтинг. Или же просто вбить сумму, которую я хочу инвестировать, выбираю, на каком рынке я хочу купить акции или в какой отрасли, и система сама смотрит, что у меня уже есть в портфеле, и предлагает что-то новенькое, интересненькое и как раз дополняющее мой портфель. Ссылку на платформу я оставлю в описании. А мы давайте вернемся к Сербии. Осенью 1915 года началось новое наступление на Сербию, в котором участвовали войска Германии, Австро-Венгрии и Болгарии. Сербская армия и огромные массы гражданского населения вынуждены были отступить в Косово, а оттуда через Черногорию и Албанию к Адриатическому побережью. Переход этот происходил зимой, албанское население было настроено враждебно по отношению к сербам, местность была горной. В общем, переход этот давался очень тяжело, и многие здесь погибли. Впоследствии эти горные перевалы Албании народ назвал сербской Голгофой. Отступавшие добрались до острова Корфу, где многие сербские солдаты умерли от ран и истощения. А тех, кто уцелел, перебросили в район Салоник. Там был сформирован Салоникский фронт. Позднее он стал одним из крупных полей сражения Первой мировой войны. Многих же гражданских беженцев разместили в лагерях Греции, Франции, Италии, Швейцарии и Северной Америки. Детей отправляли учиться в разные страны, прежде всего во Францию. К концу 1915 года вся территория Сербии была оккупирована. Население страдало от жестокого оккупационного режима, голода и нищеты. Нарастало противоречие между находившимся на Корфу правительством и парламентом с одной стороны и прибывшим на Салоникский фронт регентом с другой стороны, с которым также были члены офицерской организации «Черная рука». В армии ситуация обострилась настолько, что полковник Апис вместе с товарищами были обвинены в покушении на принца-регента Александра и позднее расстреляны. Тем временем активную дипломатическую деятельность развернуло как сербское правительство, так и словенцы, хорваты и австро-венгерские сербы, сторонники объединения южных славян из Австро-Венгрии. 7 декабря 1914 года Народной скупщиной Сербии в городе Ниш было принято Нишское соглашение. Одной из задач этого соглашения было освобождение и объединение всех сербов, хорватов и словенцев, что подразумевало разрушение империи всех Габсбургов. Сербское правительство таким образом стремилось не только создать единое югославянское государство, но также привлечь на свою сторону союзников из числа жителей Хорватии, Словении и других славянских регионов, находившихся под властью Австро-Венгрии. Общественному мнению союзных государств разъясняли цели югославянской политики. Активно действовал Югославянский комитет, в который входили хорваты Анте Трумбич, Франо Супила, Иван Мештрович, выехавшие из Австро-Венгрии в начале войны. Летом 1917 года была подписана Корфская декларация, которая определяла новое государство как парламентскую монархию во главе с династией Караджорджевичей. В новом государстве предполагалось обеспечить равноправие языков, письменности, вероисповеданий и календарей.
Чуть ранее, весной 1917 года, югославянские депутаты австрийского парламента приняли Майскую декларацию, которая содержала требование создания в границах Австро-Венгрии государства южных славян, основанного на принципах народности и хорватского государственного права. Постепенно росло количество муниципальных органов, которые высказывались в поддержку этой декларации. Впоследствии эта декларация стала основой для формирования народных вече, которые заявят о выходе из состава Австро-Венгрии и сыграют важную роль в создании Югославии. Начало революции в России и ее выход из войны изменили ситуацию. Сербия лишилась важного защитника своих интересов на международной арене. Но ситуацию в некоторой степени поправило вступление в войну Америки. К 1918 году сербские войска были усилены югославскими добровольцами, бывшими австро-венгерскими солдатами, попавшими в российский плен. 29 сентября 1918 года Болгария вышла из войны. После освобождения Македонии к сербской армии присоединилась еще одна часть вооруженных отрядов сербов с этой территории. 1 ноября 1918 года был освобожден Белград. Параллельно с этими событиями создавались народные веча словенцев, хорватов, сербов и Боснии и Герцеговины, принявшие решение о выходе из состава Австро-Венгрии и образовании нового государства словенцев, хорватов и сербов. Но новое государство, во-первых, не было международно признано, а во-вторых, оно столкнулось с внутренними волнениями и беспорядками. 13 ноября 1918 года Великая народная скупщина в Подгорице приняла решение об объединении Черногории с Сербией во главе с династией Караджорджевичей, а смещенная Черногорская династия Петровичей и ее сторонники стали ожесточенными противниками нового государства. 25 ноября Великая народная скупщина провозгласила объединение воеводины с Сербией. Таким образом, 1 декабря 1918 года было образовано Королевство сербов, хорватов и словенцев, то есть Королевство СХС. Однако международно признано оно было лишь в середине 1919 года. А с вами был канал Словенское дело. Увидимся с вами в следующих выпусках.